Каждый день мы приходим на работу, чтобы делать для вас лучшее тату-оборудование в мире. Меня зовут Роман, я начальник производства. Моя работа заключается в том, чтобы контролировать процессы здесь. Меня зовут Витя, я работаю в компании Влада Булада. Одна из моих должностей – это оператор электроэрозионного станка. На электроэрозионном станке мы режем наши рамы. Начинается все с голого листа металла. Рамы мы режем в два захода, в первый и второй рез. Первым заходом мы вырезаем только контур, во второй заход мы прорезаем уже такие части, как замок, площадка под боковину и придаем форму седлу. Электроэрозионный станок представляет из себя станок, который режет металл молибденовой проволокой диаметром 0,2 мм. При всем этом проволока постоянно находится под напряжением и режется за счет тока. Поэтому у станка огромная точность. Вторая моя должность – это слесарная обработка заготовок после электроэрозионного реза. После первого реза, после того, как мы резали ровный металл, мы получаем вот такую заготовку нашей станины. Засверливаем замок, размечаем, одно отверстие делаем сквозное и наполовину толщины рассверливаем более большим диаметром. А вот это уже наша станина после второго реза. Уже имеется площадка под боковину, вырезана замковая часть. После второго реза мы размещаем и сверлим отверстия под катушки, отверстия под заднюю стойку и отверстия в седле, где в дальнейшем у нас будет зажиматься пружина. Обрабатываем все отверстия, убираем весь облой и все заусенцы, которые остаются. И сверлим резьбу в седле и в замке. И завершающая стадия создания рамы – это пост-высокотемпературной пайки. Пайку мы производим при помощи газосварочного аппарата Лига. Работает он на дистиллированной воде и расщепляет воду на кислород и водород. Рамы мы спаиваем в таком кондукторе, куда у нас устанавливается станина. И прикладывается боковина. Вот. Получается вот такая конструкция. Перед спайкой мы наносим сюда флюс и кладем полосочку припоя, содержащего серебро. И с помощью аппарата прогреваем это место. Припой растекается и получаем готовую раму. После того, как завершили пайку рамы уходят в голтовку. И из голтовки они попадают на склад. В этой классной комнате происходит очень важный процесс в машиностроении. Здесь мы голтуем и кастомизируем наши рамы.
зовут Ольга. Я занимаюсь оклейкой и спайкой индукционных катушек для передачи на дальнейшую сборку. Две катушки, как правило, идут базовые, да, то есть они измеряются по размеру, больше налево, право, меньше направо. Значит, берется, нарезаются уже базовые наклейки и наклеиваем на катушку без зазоров, то есть как бы следим за тем, чтобы никаких зазоров, ни проволочки не виднелось. Далее, значит, когда уже катушка оклеена, обмотка сделана, приклеиваются кембрики вот таким способом, да, скрепляются, значит, подготовка к спайке происходит. Берется конденсатор, также насаживается на нее кембрики и производится спаечка. Спаечка, дальше идет скрутка, подготовка, передача на следующий уже этап сборки. Вот в таком варианте мы передаем уже дальше для сборки мастеру. Меня зовут Дмитрий. Я кладовщик и менеджер по снабжению бла-бла-бла. Я занимаюсь комплектацией ваших заказов и также занимаюсь закупками комплектующих для производства бла-бла тайрс. Приходит заказ на производство, и в соответствии с этим заказом я занимаюсь комплектацией контейнера, то есть складываю в этот контейнер винты, разные шайбы, в соответствии с этим заказом, раму, та, которая записана, байки, пружины. И далее этот заказ я передаю на следующий пост сборки. Меня зовут Виктор. В компании бла-бла тайрс я занимаю должность сборщика. И основное мое направление – это базовая продукция. А именно, это несколько видов базовых индукционных машинок, причем я отвечаю за полный цикл, то есть ко мне приходят комплектующие, и на выходе от меня на склад приходит собранная и полностью готовая к работе, настроенная должным образом тату-машинка. Помимо этого, блоки питания базовые, точно так же полный цикл лежит на мне, ко мне пришли комплектующие, я все собрал, спаял, я отдал на склад готовый к работе блок. И 4 вида клипкордов. Все то же самое, начиная с самого начала, с нарезки проводов, сгибки пружин, с очистки проводов, с одевания оплетки. И опять же на выходе 4 вида замечательных, надежных клипкордов, которые, надеюсь, татуировщикам помогают в работе. Это мое основное направление. И дополнительно я занимаюсь текущим и гарантийным ремонтом оборудования. Как тату-машинок, неважно, базовые, кастомные, замена пружин, замена еще каких-то деталей. Вот так вот, и как сейчас у меня на столе лежит наш очень-очень старенький, где-то 2014 года блок питания, пришедший на ремонт, в котором нужно заменить несколько компонентов в схеме. Все, я это сделаю, починю, и на следующей неделе блок уедет обратно к клиенту, и мастер будет продолжать с помощью него делать отличные татуировки. Я Елена. Занимаю должность кастомизатора в нашей организации. Занимаюсь индивидуализацией продукции под конкретные потребности заказчика. То есть, имея и выпуская какую-то базовую продукцию, мы можем также выпускать и более интересные индивидуальные дизайнерские решения под конкретного заказчика. Что мы можем сделать и что вы можете пожелать? Мы можем сделать для вас практически любой формы раму, любого цвета, по-любому ее покрасить, под любой ваш вкус, под любое ваше предпочтение, под любое ваше настроение. Мы можем залить очень красиво, сделать замечательные вставки с любым изображением и совсем маленьким и ценным, что для вас важно и нужно. Мы можем сделать любые принты, любой расцветки, под любое также ваше настроение, под любую погоду. От любого самого душевного до самого довольно-таки агрессивного все мы можем реализовать. Для окрашивания наших рам мы используем качественную порошковую краску. Полимерное покрытие
долговечно. В нашем арсенале 74 цвета. Некоторые из них просто кастомные, мы создавали их сами. Не расскажу, каким путем. Из чего состоит покрасочная? Вот такая камера, в которой, собственно, наносится порошковая краска. Такие трибоэлектрические пистолеты используем для покраски. Они покрывают рамы лучше, чем другие пистолеты. Здесь мы запекаем, то есть здесь происходит полимеризация порошковой краски. Если ты купил нашу машинку, будь уверен, я ее трогал. И клипкорд твоей девушки. Меня зовут Ваня, и я занимаюсь контролем качества продукции на производстве. Я проверяю затяжку каждого винта на машинке, а также внешний вид и работоспособность. Мы отправляем машинки по всему миру, и за каждую я несу ответственность. И тем не менее у меня неплохой сон. А все потому что, во-первых, у нас отличная база подготовки персонала. Во-вторых, все, кого мы набираем, ответственные и внимательные люди. Я уверен в наших сборщиках. И в-третьих, абсолютно все машинки проверяю я. Несмотря на то, что у нас достаточно большое количество продукции, проверяем мы ее не выборочно, а буквально каждую единицу продукта. Пользуйтесь с удовольствием.